Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая новая муза появится в вашей жизни? Кто станет вашим вдохновением, вашим смыслом жизни? Настраивайтесь на расклад, как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Я бы даже сказала, знаете, что ваша жизнь как будто вот, застопорилась, что ли. Вот как-то вы живете по накатанной. Особо, никуда не хочется ходить, ничего не хочется делать, да, вот, как будто вот замерло вот все ваши желания, хотения. Хотя любовь вы ждете, вот вы очень ее ждете. Но, знаете, вот вы почему-то как будто себя заблокировали от любви. Вот был какой-то период, когда вы, знаете, вот как блок какой-то психологический поставили именно вот перед новой любовью. У кого-то это может быть страхи, сомнения, недоверие к женщинам, да, вот. Вы хотите любви, но вы ничего не делаете, вы боитесь, опасаетесь, да, вдруг не получится. И поэтому у вас получается вот ваша жизнь как будто в подвешенном состоянии, да, вот. Ну, женщина ведь не свалится на голову, правда ведь? Поэтому как-то вот у вас такое, знаете, и хочу, но ничего не делаю. Хочу, но боюсь и так далее. Вы, мужчина, довольно ревнивый, я вам скажу. Вы, может быть, это не показываете по жизни, либо же редко показываете, но очень такой активный вы, очень страстный, активный, да. Вы, мужчина, может быть, даже огненного знака у кого-то проигрывается. Очень любите, знаете, вот таких людей, которые трудолюбивые. Вы сам трудолюбивый. Вот, я не могу сказать, что вы лентяй. Очень такой целеустремленный вы товарищ. Ну и, конечно же, любви вам не хватает в жизни, очень не хватает. Страхи, вот эти страхи, постоянно, вот я смотрю, так как-то вот из расклада в расклад довольно часто вот это выпадает, что вот страхи, комплексы, вот эта боль из прошлого, она глубоко сидит в вас. Так, что еще? Ну вот вы по жизни посмотрите, вы же сильный мужчина, вот императором вы выпали. Вы настолько вот сильный, выносливый, реально. Вот вы, если нужно, вы просто на край света помчите, вы все сделаете, вы достанете, вы решите проблемы. Но ради кого, да? Вот ради чего? Ну нет смысла. Ну ради кого? Самому себя, как-то неинтересно для себя что-то особо суетиться, да, вот. А вот женщины пока я не вижу. Вот страх, постоянно вот страх этот и задерживает ваше знакомство. Вот знакомство, оно будет с женщиной. Оно будет однозначно. Она уже и появилась даже в нашем раскладе, эта женщина. Причем, знаете, вот она в чем-то будет ассоциировать, может быть, внешне она будет чем-то похожа на вашу бывшую, либо фигурой, да, все что угодно, цвет глаз, там, прическа, чем-то она вам напомнит, да, вот вашу бывшую. Сначала вы как-то немного, знаете, как будто вздрогнете, боже, что это, кто это, да, клон пришел, да, или сестра-близнец, допустим. Вот чем-то она вам напомнит. Очень такая интересная женщина, своенравная, вам скажу. Женщина с характером, но она в душе, наверное, вот ребенка больше мне напоминает. Вот такая она добрячка, добродушная, хотя внешне она такая довольно холодная, неприступная, снежная королева. Таких женщин довольно часто мужчины боятся. Она очень любит романтику, она любит красивые мужские поступки. Когда нужно, вот именно когда ей нужно, да, чего-то добиться, она может вообще стать такой мягкой, белой и пушистой. Вот просто в такую девочку-куколку превратиться, да, вот. Я не говорю, что она там хитрая, лживая, нет. Вот она просто такая, знаете, вот натура,
Вот она чем-то ребенка мне напоминает. Ребенка с такой внешней суровостью, женской суровостью. Когда ее раскрыть, вот когда она подпустит вас к себе ближе, вот когда вы узнаете ее хорошо уже, да, до глубины души, вот она откроется вам, какая она есть настоящая, вы сами удивитесь, настолько она чистая, такая наивная, наверное, дама. Хоть внешне совершенно не скажешь, что она таковой является. Я вам скажу, довольно часто бывает, что женщины внешне холодные, неприступные, а когда поближе с ней знакомишься, то уже становится понятно, что она очень простая. Она очень простая. А мужчины-то ведь боятся таких женщин. Ну, согласитесь, если честно, да, вот красивым, таким уверенным в себе, самодостаточным женщинам, ну, редко какой мужчина подойдет. Потому что, опять же, вот эти вот страхи. Страхи не дают покоя, а вдруг я не понравлюсь, а вдруг я ее не потяну, там денег не хватит, да, статус у меня ниже и так далее. Ну, то есть это говорит о том, что просто у такого мужчины занижена самооценка. Я никого не хочу обидеть, ни в коем случае. Ну, просто поймите, я чисто психологически, опять же, вам объясняю. Когда мужчина так рассуждает, он такими мыслями, вы сами себя принижаете, да? Вот именно вот опускаете себя вот такими мыслями. А почему вы не уверены в себе? Ну, это, конечно, нужно разбираться уже со специалистом. Откуда такая неуверенность? Может быть, это бывшая женщина вас там загнобила, что вы уже просто потеряли веру в свои силы, в себя. Даже внешность вашу можно уничтожить просто одним словом, одним предложением, понимаете? Я имею в виду уничтожить, поселить комплекс, да, вот сказать гадость какую-то человеку, и все, и человек будет с комплексом до конца жизни жить. Поэтому вот эти вот мужчины, которые боятся красивых женщин, да, как правило, люди, которые ну, с заниженной самооценкой, как это не печально звучит, да, потому что уверенный человек, вот посмотрите, может быть, немножко это кого-то взбодрит, да, вот то, что я скажу, может, веру какую-то поселит в вас. Когда человек в себе уверен, он не будет бояться. Он подойдет познакомиться, и неважно, красотка она, уверенная в себе, какая угодно, хоть на Мерседесе она подъедет, мужчина подойдет и, по крайней мере, мужчина попытается познакомиться. Ну, откажет, ну, следующая будет, да, женщин много. То есть нужно вот именно воспитывать в себе вот эту уверенность. Да, это не просто, конечно, я понимаю, что говорить это одно, сделать это другое, но нужно через «не могу» вот стараться, да, ну просто через «не могу». Вот пробуйте, да, вот маленький совет еще. Если кто из вас не уверен, стесняется, боится, вот попробуйте хотя бы для начала на любых женщинах, вот, которые идут вам навстречу, вот, ну, как бы поэкспериментировать, попробовать, да. Вот идет женщина, смотрите ей прямо в глаза, улыбнитесь просто. Вот хотя бы улыбнитесь, потому что я вам скажу, далеко не каждый мужчина сможет даже улыбнуться. Даже пусть это будет серая мышка, простенькая женщина. Но далеко не каждая вы посмотрите прямо в глаза. Будет стыдно, неловко, неудобно будет, все что угодно, да, но отмазки всегда найдутся. Вот пробуйте, тренируйтесь, вы же сильные мужчины, да, ну а как же? Когда вы сможете хотя бы в глаза смотреть для начала, потом вы можете перейти к улыбке, потом уже будет вам легче знакомиться. Это такой лайфхак легенький вам. Вот. Поэтому я вас призываю, что если вы будете бояться, вы можете упустить, ну, реально крутую женщину во всех отношениях. И внешне, и самодостаточная женщина, да, вот женщина, ну, когда все при ней, как говорят. Вы можете ее просто упустить из-за того, что просто побоялись с ней познакомиться. А может быть, она ждет этого вашего шага, а может быть, она ждет вашего знакомства с ней, да? Вы никогда не задумывались, что красивые женщины тоже ждут, чтобы с ними познакомились? Так, немножечко мы отступили с вами
от темы. Но я думаю, это довольно важно все-таки, правда, вот эти вот маленькие психологические отступления. Напишите, кстати, мне в комментариях, нужны вам вот эти мои психологические какие-то подсказки, объяснения, да, вот, или же не нужно этого делать, а просто сухой расклад. Так, напишите свое мнение, мне очень интересно. Итак, женщина классная, короче, идет в вашу жизнь. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше у вас с этой женщиной. Вот знаете, ну прямо уже смешно, ну прям мистика какая-то. Из расклада в расклад. Это уже не первый раз. Вот именно, знаете, как будто Вселенная посылает вам женщину, именно чтобы спасти. Вот видите, как вот рука руку тянет, да? Вот спасти от ваших страхов, от ваших сомнений. Вот вы знаете, как слепой котенок иногда идете вперед, живете вот жизнью, ну, не яркой, не красочной, да, со страхами, с сомнением. А эта женщина появится в вашей жизни. Мало того, что она самодостаточная, ей не нужны ни деньги ваши, ни, ну, подарки любят все женщины, конечно. Не могу сказать, что вообще не нужны подарки. Это любят все, и мужчины, и женщины, и дети. Ну, то есть она не охотница за вашими деньгами абсолютно. Она вот именно придет в вашу жизнь в тот момент, когда это будет нужно. Вот придет, когда, знаете, я думаю, это будет как вот реально помощь свыше вам. Вот когда, наверное, там наверху высшие силы увидят, что вот ну пора спасать, пора помогать, что сам человек не справится. И вот в этот момент она появится в вашей жизни очень неожиданно. Причем знаете, вот эти вот сомнения ваши, она увидит ваши сомнения, могу сказать. Она увидит. И при том, что она очень умная женщина, да, вот именно умная, тактичная такая, очень знающая, она всесторонне развитая. Она вам очень так деликатно поможет выйти из вот этого вот состояния вашей тревоги повышенной, из состояния неуверенности в себе. Вот именно она вселит в вас вот это вот, знаете, вот зерно уверенности. Именно вот когда, знаете, вот ощущение такое есть, что вы хозяин ситуации, вы хозяин в отношениях, вот вы главный. Понятно, что это не в один день все случится, но как-то вот она настолько вот мягко это все сделает, вот подведет, знаете, потому что умная женщина, она ведь знает, когда нужно промолчать, она знает, когда что сказать, каким словом либо выражением поддержать, да? Вот. И это будет настолько вот умелая такая помощь. Вот именно она станет вашим, знаете, вот как личным психологом просто. Очень так деликатно и тактично она вам поможет избавиться от вот этих вот негативных мыслей, от вашего вот выноса мозга, который вы сами себе вот мозг выносите просто, да, вот неуверенность, сомнения. Потому что одна женщина может загнобить мужчину, да, сказать, да ты такой сякой, ты неудачник, ты ничего не умеешь, да, а вот эта вот женская фраза, да я же говорила тебе, да ты не умеешь, да нужно было по-другому, вот это вот я же говорила, да, это, я думаю, все мужчины знают, и ненавидят эту фразу. Вот. Эта женщина, она наоборот, она вам скажет, что ты молодец, да, не переживай, у тебя все получится, все будет классно, да, ты у меня сильный, ты всего добьешься, и денег заработаешь, и на работу устроишься, там, ну, все что угодно, да. То есть это не женщина, а мечта реальная, это мечта любого мужчины. Поэтому не расстраивайтесь. Еще раз говорю, у кого сейчас такие пессимистические мысли, которые из вас, вот, да, которые ни во что не верят, не доверяют, в вашей жизни появится ваша спасительница, которая подарит вам и любовь, и поддержку, и счастье. И тогда уже вы будете сиять, глаза ваши будут сиять, вы будете ходить как такая, знаете, новогодняя вот гирлянда, живая елка, весь такой сияющий, окрыленный.
И такой весь влюбленный, классный. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!